Всем здравствуйте! В этом видео вы узнаете, чем отличается этот мотор KUA от обычных двухлитровых дизелей, таких как, например, DFHA. Вообще расскажу, как он устроен, почему этот мотор считается один из самых интересных и надежных дизелей, и почему с вниманием нужно относиться к чип-тюнингу. Поехали! Ну а теперь давайте расскажу все по порядку. Сегодня, как вы уже поняли, мы будем разбирать по полочкам двигатель KUA 2.0 TDI Biturbo. Это дизель от VAG на 240 лошадиных сил и 500 ньютон-метров крутящего момента. Ну, вообще, это один из самых мощных четырехцилиндровых дизелей легковых VAG, который устанавливался на такие авто, как Passat B8, Passat Alltrack, Tiguan, Arteon и, по-моему, поправьте меня, если ошибаюсь, он еще ставился на Kodiaq. Двигатель вообще уникален не только цифрами, он уникален по конструкции, показывает отличную надежность под нагрузкой и имеет потенциал для чип-тюнинга. При этом стоит заметить, что число этих моторов в РФ невелико, так как официально сюда эти моторы никогда не поставлялись. В основном с таким мотором это привозные автомобили из Европы. Давайте снимем крышечку и поговорим более подробно. Начнем с отличия от обычного 2.0 TDI. Для сравнения возьмем, как я уже упомянул, популярный дизель DFHA. Это мотор на 190 лошадиных сил с одной турбиной и простой архитектурой, который также серии EA288 и тоже устанавливался на те же самые автомобили. А наш KUA это не просто надутый программным путем DFHA, это полностью грамотно переработанный немецкими инженерами силовой агрегат серии EA288. У него другой блок цилиндров, своя топливная система, две турбины, переработанные системы впуска, охлаждения и выхлопа. Вообще очень много всего переработано, но мы затронем лишь самые принципиальные доработки. В этом моторе все с расчетом на высокую нагрузку, стабильную тягу и ресурс. Немного вам динамики в цифрах. На серийных Volkswagen Tiguan и Passat с двигателем DFHA разгон до 100 км в час занимает в среднем 8 секунд. А вот Tiguan с мотором KUA в заводском исполнении разгоняется уже до сотни за 6,5 секунды по паспорту. И, кстати, разница не только в цифрах, но и в характере тяги, устойчивости к нагрузке и ресурсе. Что мы имеем по блоку цилиндров и кривошипно-шатунному механизму? В основе у нашего Biturbo чугунный блок с графитовым наполнением. Он усилен, имеет доработанные ребра жесткости для повышения прочности и снижения вибраций. Коленчатый вал здесь кованный. Шатуны с трапециевидной головкой и крышкой, отделяемые методом отлома. Поршни, кстати, тут алюминиевые, с увеличенной центральной камерой сгорания, рассчитан под двухступенчатый наддув. Для охлаждения сделан кольцевой канал внутри самого поршня, в который впрыскивается масло через форсунку из блока. Очень важно, степень сжатия снижена до 15 к 1, тогда как на однотурбинных моторах она составляет 16 к 1. Это позволяет безопасно, друзья, дуть в цилиндры до 3,8 бар, а это уже не шутки. Кстати, сейчас VAG выпускает новое поколение моторов EA288 EVO. Вы, наверное, слышали о таких. Это 2.0D моторы на 147 киловатт и на 200 лошадиных сил, которые ставятся, например, на Passat Alltrack с 2021 года. Там вместо чугунного блока используется алюминиевый с тонкими чугунными гильзами. Да, это снижает массу, но при этом вызывает вопросы по жесткости и ресурсу, особенно в условиях тюнинга и высоких температур. На этом фоне чугунный блок двигателя нашего KUA выглядит более надежным и ремонтопригодным решением. Но пока таких новых моторов немного, время покажет, насколько они надежны. Теперь несколько слов про головку блока цилиндров. Она также отличается усиленным охлаждением. ГБЦ алюминиевая с прямым и расширенными впускными каналами. Охлаждение по системе Cross-Flow с разделением на верхнюю и нижнюю рубашки охлаждения. Между впускными каналами расположены специальные перемычки для улучшенного отвода тепла в зонах максимальной термической нагрузки. Что у нас имеется по ГРМ? Приводится, как вы уже поняли, ремнем. Тут он, естественно, усиленный. Отличительная особенность привода – это двухэксцентриковый шкив на коленвале, который гасит пульсации и снижает износ привода и вспомогательных узлов. Добрались до системы охлаждения. В конструкции двигателя предусмотрены 3 отдельных контура. Микроконтур для прогрева двигателей салона, высокотемпературный охлаждает блок, головку и масло. И низкотемпературный контур охлаждает интеркулер и компрессор.
Вообще охлаждение обеспечивают 3 электронных насоса, но один из них продолжает работать до 15 минут после выключения двигателя, предотвращая локальный перегрев корпуса подшипников турбокомпрессора. Также реализовано регулирование давления масла. Низкий уровень 2,3 бар, высокий 3,3, 3,8 бар. Переход на высокий режим происходит при 3000 оборотах в минуту. Важная информация, друзья. В течение первых 1000 км пробега, а также после замены блока, к примеру, ГБЦ или турбин, с помощью диагностического прибора требуется активация режима высокого давления масла для того, чтобы обеспечить безопасную приработку новых частей. Ну а теперь поговорим про наддув. Вообще здесь это ключевая доработка. Тут остановимся поподробнее. Система наддува на двигателе QA 2.0 TDI Biturbo – это двухступенчатая последовательная турбонаддувная система, разработанная для обеспечения мощной тяги на всех диапазонах оборотов без турбоям и с высокой эффективностью сгорания. Вот как она устроена и работает. Система состоит из двух турбонагнетателей, соединенных последовательно. Турбина высокого давления, она маленькая и компактная, с переменной геометрией. Работает она на низких и средних оборотах, обеспечивая мгновенный отклик и крутящий момент именно снизу. Также присутствует турбина низкого давления. Она крупнее по размеру, подключается на высоких оборотах и при большой нагрузке. Она обеспечивает рост наддува именно в верхнем диапазоне. Как вообще она работает? У нее есть режимы. Режим номер 1 – низкие обороты. Работает турбина высокого давления. Режим 2 – это переходный, средние обороты. Работают обе турбины последовательно. И третий режим – это высокие обороты. Работает в основном турбина низкого давления, обеспечивая максимальное давление наддува до 3,8 бар. Это один из самых высоких показателей среди четырехцилиндровых дизелей ВАГ. Кстати, обе турбины с водяным и масляным охлаждением. Впуск и интеркулер. Тут все по-взрослому. Впускные патрубки просто гигантского сечения. Для 2-литрового мотора они такие же, как и у V6 3.0 TDI. Фильтр крупный, воздухозаборник максимально большой. Интеркулер тут, понятное дело, водяной. Встроен прямо в впускной коллектор, что обеспечивает минимум инерции, стабильную температуру впуска до 45 градусов. Топливная система, тут тоже все по-взрослому. Смотрите, тут инженеры просто выкинули одноплунжерный ТНВД Bosch CP4.1 и воткнули двухплунжерный CP4.2. Такой насос установлен на Volkswagen Touareg. Он, соответственно, успешно обеспечивает топливом даже V6 3.0 TDI. Разберем, друзья, теперь чип-тюнинг. Какие есть вообще потенциалы и риски. QA – это мотор с запасом прочности. Stage 1 позволяет получить до 280-290 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента. Разгон после прошивки Tiguan с QA Stage 1 разгоняется до 100 км в час примерно за 5,7 и 6 секунд. А вот далее приступим к ликвидации безграмотности. Смотрите, на примере нашего QA, что делает завод, чтобы безопасно увеличить мощность помимо калибровки, прошивки и увеличения мощности. Инженеры из Вольфсбурга не просто добавляют топливо и больше раздувают мотор. Они сначала полностью перерабатывают силовую установку, к примеру, укрепляют блок цилиндров, усиливают поршни, шатуны, коленвал, ставят битурбо, увеличивают интеркулер, ставят мощный ТНВД, перерабатывают полностью впуск и выпуск, внедряют многоуровневое охлаждение и так далее. И вот только уже потом добавляют наддув, льют больше топлива, ну и так далее. А что делают неосторожные владельцы автомобилей, не понимающие вообще в принципе основ? Просто заливают так называемую горячую прошивку в стандартный мотор, который из завода уже почти на пределе, в который, например, увеличено уже давление топлива, наддува, откорректированы лимитеры по ЕГТ и вообще по термозащите двигателя. И наивно надеются, что мотор проедет столько же километров, как и при заводской прошивке. Короче, без усиленного железа, без расчета на такие нагрузки, такой подход ведет к ускоренному износу двигателя. Про коробку я вообще молчу, это тема для других видео. Но, если сказать честно, я сам долго и серьезно рассматривал чип-тюнинг этого мотора. Ведь цифры действительно впечатляют. Около 300 лошадиных сил и 300 момента с 2-литрового дизеля. Это прямо потрясающая динамика. Очень хотелось попробовать. Но в итоге, взвесив все за и против, я все-таки решил оставить машину заводской конфигурации. Почему? Хороший вопрос.
А ответ вот какой. КУА – это не просто дизель, это сложная и технологичная силовая установка. И она уже доработана инженерами ВАК. Этот мотор требует более внимательного обслуживания и ответственного подхода, чем, например, DFHA. И я не говорю, что есть какие-то проблемы с ремонтом. Все обслуживается, все ремонтируется. Есть технологии ремонта, есть специалисты. Просто ремонт и доступ к узлам в случае, к примеру, поломки, может потребоваться больше времени и затрат, чем у более простых моторов. Я, например, читал историю владельца Tiguan с таким же мотором, который сделал чип-тюнинг. Кстати говоря, он чип-тюнинг делал в Германии. И сделали ему все прям красиво. 600 ньютон-метров крутящего момента. Казалось бы, все счастливы. Сначала все было прекрасно, но затем вдруг возникли сложности. Вдруг прогорела прокладка, кажется, выпускного коллектора. Он потом все вроде бы починил, но по его словам, из-за плотной компоновки, большого количества шлангов, трубок теплоизоляции и прочего, что-то соединили не совсем хорошо, и появился свист. Пришлось по итогу даже снимать мотор повторно, чтобы устранить эту проблему. И тут, внимание, вопрос. Из-за чего прогорела прокладка выпускного коллектора? Мое личное мнение – это из-за чипа. Сдвинули лимиты по термозащите и вуаля. Что у нас, значит, получается? Из-за плюс полсекунды пришлось 2 раза снимать мотор. И вот мне это надо? Кажется, что нет. Это не означает, что мотор проблемный. Просто он требует подхода с пониманием. Если бы это был простой DFHA, все решилось бы проще и дешевле, без съема мотора. И вот именно по этой причине я сделал выбор в пользу стабильности и ресурса. Ведь даже в стоке это очень достойный по динамике мотор. А главное, он остается надежным и сбалансированным. Я уверен в своем моторе, в том, что прошивка в нем стоковая, впрыск, наддув, охлаждение без изменений. Все регуляторы и лимитеры по термической нагрузке не подавленные, ошибки не затерты, а аварийная защита по ЕГТ сработает в нужный момент, и ЭБУ снизит количество впрыскиваемого топлива и тем самым не даст наступить необратимым последствиям перегрева двигателя или его агрегатов. Ну, тут мое мнение простое. Если вы ищете максимально надежную, тяговитую, технологичную дизельную машину, КУА – это лучший вариант. Просто его нужно обслуживать осознанно, у проверенных мастеров, качественными запчастями, и тогда даже в России он проживет очень долго. Я думаю, 1400 километров, и это даже не предел. Ну и тут понятно, что вот этот вот фильтр, он просто гигантских размеров, то есть он реально практически в 2 раза больше, чем на обычном 2-литровом моторе. Здесь он очень-очень массивный, и вот как я уже говорил, да, вот этот патрубок, он тоже просто в 2 раза толще, чем на обычном моторе. Вот здесь вот тоже, если поглядеть, здесь вот такой вот оранжевый патрубок. Это говорит о том, что здесь очень-очень серьезная величина наддува. Ну, как я уже говорил, 3,8 бара. Это уже вообще не по-детски. Ну и, конечно же, топливная система, да, кажется, вроде бы здесь стандартный CP4.1, вроде бы, наверное, все как думали, да, но не может же здесь другой там ТНВД стоять, потому что все-таки 2-литровый дизель, да, он мощный, но он все равно 2-литровый. Куда нахрен там 2-плунжерный? А мы вот сюда смотрим и просто не верим. Это Bosch CP4.2.1. То есть здесь, смотрите, раз плунжер и 2 плунжер. Это просто, то есть вот, как я уже говорил, эти ТНВД ставились на V6. Посмотрите SSP, ну, руководство по образованию, да, специалистов ВАК. Вот там это говорит о том, что это именно от V6 3-литровых дизелей ВАК. Здесь для того, чтобы снизить звук от двигателя, чтобы он не передавался на кузов, чтобы его не было слышно в салоне, чтобы было все комфортно. Здесь прям вот мне очень нравится, здесь все сделано действительно очень грамотно и очень все продумано. То есть на обычном моторе, на 2-литровом стандартном, да, который на 190 сил, здесь форсунки, они открыты. Здесь, смотрите, вот такая вот крышка, она мягкая такая, вот. Тепло-шумо-виброизоляционная вот такая вот хрень, короче. То есть мы ее сейчас снимем, подсниму я. Она, видите, как здесь прямо очень-очень хорошо садится. То есть она прямо четко подогнана под эти вырезы, чтобы здесь все было шумо-виброизолировано, да. Действительно продумано все в высшей степени хорошо, да. Вот, и еще интересно, если мы изучим вот эти вот трубки топливные, то мы поймем,
что у них большой диаметр. То есть эти трубки сами по себе очень-очень толстые. То есть они толще, чем на обычном моторе. И действительно они очень прямо мощные. Кстати говоря, и сами форсунки, ну здесь 2500 бар давление идет, впрыска. Вот, соответственно, эти трубки должны быть просто мощнейшие. Ну и, соответственно, форсунки здесь тоже другие. Вот, они здесь более такие массивные. И, как я уже говорил, это пьезоэлектрические форсунки, которые более быстрые. Вот, то есть количество впрыска здесь больше, чем DFHA, где форсунки там электромагнитные. Здесь у нас вот эти вот пластиковые, так скажем, я не знаю, как их назвать, воздушные демпферы, что ли, да, которые сглаживают, допустим, пульсации воздуха, да, здесь очень такая развитая вакуумная система, и, соответственно, здесь все вот так вот теплоизолировано, да, прям вот все на застежечках сделано очень качественно. Если вдруг, конечно, что-то здесь разбирать, то, сами понимаете, это нужно отдавать в очень умелые руки, чтобы у человека был опыт все это разобрать, а самое главное потом собрать, как было. Это очень важный здесь момент. Ну и понятное дело, да, что это у нас евро 6, а это значит, по-русски сказать, жопа, да. Здесь у нас куча экологических систем. Значит, здесь у нас вот турбина, и дальше пошли всякие экологические моменты. Значит, здесь у нас стоит 2 лямбда-зонда. Вот не знаю, не помню, вот это, по-моему, лямбда-зонд обычный, да, а это лямбда-зонд для системы SCR. Вот это у нас датчик температуры сажевого фильтра. А здесь у нас форсунка впрыска мочевины. Вот. Здесь как бы, да, вот выхлопные газы идут вот в этом направлении. И здесь у нас вот эта банка разделена на 2 части. Впереди стоит катализатор SCR, дальше идет обычный сажевый фильтр, и вот там еще снизу еще один катализатор стоит. Короче, это просто полный писец, друзья. Здесь куча всего. Ну уж о том, что здесь установлена система EGR, я даже и говорить, собственно, не особо хочу, но скажу лишь 2 момента. Здесь стоит не просто система EGR одноконтурная, да, как обычно стоит в дизелях. Здесь двухконтурная система EGR. Это значит, присутствует контур высокого давления и контур низкого давления. Это означает, что здесь стоит 2 клапана EGR и, соответственно, 2 охладителя. И вот вы видите всю эту красоту в виде всяких трубочек. Это много здесь чего присутствует от системы EGR. Соответственно, это все разбирать, это должны быть прямые руки, должен хороший быть персонал, очень ответственный, что если он здесь что-то поломает, нужно это все дело восстановить, это понятное дело, да. Ну и, соответственно, система EGR, да, она нужна. Я думаю, вы, наверное, все знаете, что она нужна для понижения температуры сгорания топлива в цилиндрах на низких оборотах. Она нужна для равномерного распределения тепла в головке блока, ну и вообще по двигателю. И также она снижает NOx, выбросы NOx, самое главное, да. Вот. Ну, это так вам небольшой ликбез. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч!